Всем привет, садоводы и огородники! Сегодня я вам покажу, как я размножаю свою ремонтантную клубнику Елизавету II. Как вы все помните, кто на меня давно подписан, в том году я купил этот сорт клубники. Сорт клубники мне очень понравился, и теперь я занимаюсь ее размножением. Вот, обратите внимание, клубника дает нам усы, и я первую розетку вот так вот землей слегка присыпаю, чтобы она дала корни. Когда присыпаем землей, стараемся, чтобы точка роста у нас осталась на поверхности, то есть ее нельзя присыпать землей. И еще один немаловажный факт. Для размножения клубники берем только первую розетку. Прошло у меня ровно 2 недели после того, как я прикопал первые розетки. Они уже дали у меня корни. Сейчас я вам все это покажу. А для начала я вам покажу, как я подготавливаю грядку, куда я буду пересаживать свою клубнику Елизавету II. Итак, друзья мои, перекопал я участок под клубнику. Теперь необходимо ее удобрить. Значит, на 1 квадратный метр я добавил ровно 1 литровую банку золы. И теперь я сюда же добавляю перепревший навоз, то есть перегной. Одно 10-литровое ведро на 1 квадратный метр. Так как мы клубнику сажаем надолго, то есть лет на 5, то необходимо хорошенько удобрить землю под посадку клубники. И теперь нам осталось еще добавить сюда, естественно, другие удобрения, которые я вам сейчас покажу. Значит, будем добавлять сюда обязательно фертику. Вот, обратите внимание, вот такой вот пакетик. Весна-лето. Очень хорошее комплексное удобрение, в котором содержатся все макро- и микроэлементы, которые необходимы для нашей клубники. Давайте я вам покажу, как это удобрение выглядит. Вот такие вот гранулы большие. И теперь необходимо это удобрение просто разбросать. Значит, на 1 квадратный метр по инструкции у нас идет 20-30 грамм этого удобрения. Но так как я сажаю клубнику на лет 5 на это место, поэтому я добавляю этого удобрения на 1 квадратный метр ровно 100 грамм. Так как 20-30 грамм, я считаю, это совсем мало. Теперь обязательно я сюда добавлю еще одно удобрение гуми-оми ягодный. Как вот я вам сейчас показываю, это у нас ОЖЗ Кузнецова. Если кто-то не знаком с этим производителем, то сразу вспоминаем фитоспорин. Его, наверное, уже все знают. Как выглядит гуми-оми, вот я вам сейчас показываю. Гуми-оми – это органоминеральное удобрение с микроэлементами. Состав его – компост на основе куриного помета. Ну, как вы все понимаете, куриный помет – это органическое удобрение. Вносим этого удобрения 70 грамм на 1 квадратный метр. После того, как внесли мы все удобрения, необходимо заделать это удобрение в почву. Заделываем так, чтобы у нас все удобрение оставалось в верхних слоях почвы, то есть закапываем на пол штыковой лопатой. Этого будет достаточно, и у нас все удобрения останутся вверху. После того, как мы заделали удобрение в почву, необходимо разровнять грядку для посадки сюда клубники. После того, как мы равномерно разровняли грядку под клубнику, землю необходимо обильно пролить водой. Это делается для того, чтобы у нас земля осела и уплотнилась, и исчезли все пустоты в земле. Грядку я готовлю заранее, завтра уже будем сажать клубнику. Для вас это пройдет всего лишь 1 миг. Клубника моя сейчас цветет, плодоносит, она практически постоянно это делает. Это сорт такой Елизавета II, это его особенность этого сорта. Вот как видите, у меня даже есть здесь красная клубника, а сейчас его на фотографии показываю, насколько крупная эта клубника. Она очень транспортабельная, то есть если вы накладете этой клубники в ведро, то она у вас не раздавится. Прежде чем приступить к пересадке клубники на новое место, необходимо клубнику обильно полить, для того, чтобы клубника легче перенесла эту процедуру. Теперь нам необходимо подготовить лунку для посадки клубники. Значит, делаем лунку небольшую, диаметром примерно 20 сантиметров. И теперь в этой лунке уже делаем углубление для посадки нашей клубники. Удобрения я уже при посадке клубники не буду добавлять,
так как я хорошо удобрил эту грядку перед посадкой. Теперь нам необходимо аккуратно извлечь розетку из лунки, при этом не повредив корни. Для этого необходимо сначала отрезать ус после первой розетки, так как мы берем только первую розетку после куста клубники, то есть вторую мы уже не берем, поэтому ее лучше просто-напросто удалить. И теперь уже отрезаем розетку от основного маточного куста клубники. То есть отрезаем ус от клубники, которая питала нашу розетку все это время. И теперь нам необходимо аккуратно извлечь клубнику из земли. Делаем это осторожно, чтобы не повредить корни. Вот так вот обкапываем со всех сторон и потом поддеваем и вытаскиваем нашу розетку клубники из лунки вместе с землей. Вернулись мы на ту грядку, куда мы будем сажать нашу клубнику. Опускаем в ямку и присыпаем со всех сторон землей нашу клубнику. И руками слегка придавливаем землю. Это делается для того, чтобы клубника в земле стала более устойчивой. И теперь самое главное, что нам необходимо сделать, это сразу же полить эту клубнику. То есть не надо дожидаться, когда вы посадите все свои 20 розеток, и только потом вы приступите к поливу. Нет, так лучше не делать. Лучше вот посадили одну розетку клубники и сразу же ее полили, чтобы она у нас ни в коем случае не успела завять. Теперь давайте поговорим о том, на каком расстоянии необходимо сажать клубнику. Несмотря на то, что клубника кажется маленькой, на самом деле кусты клубники вырастают очень большие. Поэтому расстояние междурядье делаем 35-40 сантиметров, а расстояние в ряду делаем между клубникой 25-30 сантиметров. Кому как позволяет земля. Но так как я уже приготовил вторую лунку, давайте я вам еще раз покажу, как я выкапываю розетку из старой грядки клубники. Итак, нам необходимо отрезать аккуратно ус, который до сих пор у нас питает розетку, от основного куста клубники, и отрезаем ус, который идет у нас после первой розетки ко второй розетке. Ее тоже отрезаем, она нам не нужна. Берем только первую розетку. Теперь аккуратно обкапываем клубнику, которую мы хотим выкопать, и вынимаем из земли. Стараемся это, еще раз говорю, сделать так, чтобы не повредить корневую систему клубники. Теперь опускаем клубнику в ямку, присыпаем со всех сторон землей, руками сразу уплотняем, чтобы у нас клубника крепко держалась в лунке. И обязательно сразу же произвожу полив клубники. Еще раз напоминаю, расстояние в ряду между клубникой я держу 25-30 сантиметров, в междурядье 35-40 сантиметров. Желаю вам всем больших хороших урожаев. Всем пока-пока.